Всем привет! Сегодня предпоследний выпуск из Дубая, города, который при встрече в аэропорту разочаровал. Смотрите первый выпуск, но который день ото дня покорял своими инновационными зданиями, инфраструктурой, чистотой, достопримечательностями и международной атмосферой. В этом выпуске сперва прокатимся с ветерком до Дубай-Марины, излюбленной гавани экспатов. Ну и, кстати, не зря. Это действительно красивое место. Далее мы встретимся и поговорим с моей очень хорошей знакомой, предпринимателем и просто красивой девушкой Анной. А завершим его вечером в ресторане на 77 этаже одного из самых популярных отелей Дубая. Смотрите до конца. Как твои впечатления? Масштабно, очень все масштабно. Масштабно, да, и необычно. Как будто бы, я не знаю, на другой планете находимся. Ну, есть такой архитектурный размах, я бы сказал, да, то есть нет такого, что при таких крупных зданиях, да, не мельчат с пространством, которое вокруг них, так хорошо. Что ж, вот мы и доехали на трамвайчике до Дубай-Марина, покатались, очень было все интересно. Посмотрите, какая здесь красота. Я просто под впечатлением, потому что мы живем немножечко в таком полурабочем, так скажем, районе. Там есть тоже много отелей, но он такой очень скромненький. А здесь, конечно же, просто что-то невероятное. Мне не верится. То есть мы отъехали несколько станций метро и попали вообще в другую реальность. Совершенно как будто на другую планету. Мне даже не верится, что здесь так масштабно, так красиво. Я вообще просто в шоке, в приятном шоке. Мы сегодня столкнулись еще с одним представителем предоставления некачественного сервиса, точнее некачественного предоставления сервиса. В общем, мы шли по Дубай-Марине мимо ресторана итальянского. Там стоял официант у входа, который зазывал зайти на обед, там, на ужин, поесть. Мы спросили, у вас есть пиво? Он сказал, нет, оно на втором этаже. В общем, очень уверенно сказал, со стопроцентной уверенностью. А там лестница такая огромная, и я такая думала, ну нет, я туда не пойду, ну просто очень жарко, лестница огромная, там лифта нет, ничего нет, и перила там заканчиваются где-то на середине. А Андрей говорит, ну они, видимо, на веранде внизу не подают пиво, только надо подниматься там под крышей. Ну, в общем, а пиво очень хотелось. Я еле поднялась по этой лестнице, и что вы думаете? Там все везде закрыто, там какой-то вход для резидентов, есть какая-то терраса за забором, который тоже закрыт. Андрей спустился вниз, этот официант поднялся с ним такой, ну, там, где я стояла, на этом втором этаже, и такой говорит, ой, ну, вообще-то вчера тут было открыто. Я говорю, то есть вы были не уверены, что сегодня открыто? Он такой, ну, вчера же было открыто, ну, то есть вообще что-то невнятное сказал. И, естественно, мы были, ну так, знаете, не очень этим довольны, рады. Я говорю, ну, не надо говорить, что открыто, если ты до конца в этом не уверен. Потому что, Мы пошли дальше, и в следующем заведении на веранде все нормально. Нам сказали, что да, пиво есть, но только безалкогольное. Алкогольное в Марине пиво не продается. Мы такие, ну окей, мы рады и безалкогольному. Пиво стоит 35 дирхам. Это было безалкогольная Бавария.
Мы посидели, посмотрели на проезжающие лодки, яхты, катера, речные такси и выпили по пиву, пошли дальше. Просто я к чему говорю, что это вот как на кого нарваться, так сказать. То есть такое мнение бытует, что все вот, допустим, в стране там идеально с точки зрения сервиса. Но опять-таки от места к месту все разнится. То есть в одном месте вот нас парень действительно послал, на 2-й этаж, а там на 2-м этаже ничего нет. Вот так. Такая история. Пришли в ресторан, который называется Вагамама. Немножко перекусить после жаркого дня. Взяли один плейт на двоих. Вкусно. 67 дирхам. Нам этого хватит, мы просто еще сейчас пойдем гулять. С водичкой. Да. Вот. Да. Почему-то ни у кого из блогеров не видела эту улицу. Get in, but the guest pass, that's what's going to block the way.
привет. Очень рада видеть тебя в таком прекрасном, шикарном городе. Он тебе очень идет. Прекрасно выглядишь. Расскажи, почему ты выбрала, вы с мужем выбрали Дубай, такой, я понимаю, прекрасный, со стороны красивый. Может быть, он еще чем-то вас заранее, до вашего переезда покорил. Вот почему Дубай? Ну, про себя я скажу, почему Дубай, потому что я его люблю с детства. Это первая страна, которую я посетила в своей жизни за границей. А мой супруг, наверное, не выбирал этот город, просто так сложились обстоятельства на тот момент, что начались определенные обстоятельства в России, и хотелось, так скажем, их переждать, и мы решили здесь пожить. Но я ему сразу сказала, что это серьезное решение, потому что я тогда работала в Сбербанке, я его очень сильно любила, люблю и буду любить. И я сказала, что оставляю свою должность, мне еще повышение предложили, и еду в никуда. И ему было, конечно, тяжко, он понимал груз ответственности, но мы приняли решение, поэтому переехали. Сказать, что мы как-то долго думали, и почему эта страна, я не знаю, мне кажется, это самая логичная страна для жизни, где ты можешь развиваться с точки зрения моей бывшей профессии и с тем, чем занимается мой муж. Скажи, тяжело ли было адаптироваться? Все-таки вы уже пожили здесь какое-то время, и сейчас уже, наверное, многие вещи проще для вас в быту. А что было самое сложное в самом начале? Лиля, вот знаешь, этот вопрос, на самом деле, у меня не было вообще никаких сложностей. У меня здесь, знаешь, было как вот ты приехал, и как будто все должно быть так, как-то, вообще не было, вообще никаких. Вот все, как ты приезжаешь, и как будто на все сразу зеленый свет. Но у моего супруга определенные сложности возникли, и скоро он напишет книгу о них. Да, он уже начал. Да. Он предприниматель, ресторатор, то есть немножко... Закончится сейчас определенные события, они длится уже 3-й год, сложные события, действительно. Одним сообщением, так скажем, коротким не расскажешь, и он будет писать. Слушай, это очень интересно. Но вот смотри, какие-то же особенности жизни здесь есть в плане симок, да, что нельзя звонки, я так понимаю, через WhatsApp делать. То есть мы вообще были удивлены, не готовы к этому. Вот. А что-то, может быть, еще такое интересненькое, что кардинально отличается. Например, может, медицины нет бесплатной, как у нас, что-нибудь такое в бытовом плане важное. В бытовом плане, знаешь, как произошло? Мы приехали, и очень большой комьюнити из России сюда переехало сразу. И мы везде ходили, не то чтобы знакомились, так выходило, что мы определенным кругом из Новосибирска, из других каких-то городов двигались каждый день, сидели, общались, и все приехали с каким-то своим бизнесом. Чтобы начать жизнь в Дубае, здесь нужно определенные условия просто выполнить, и все, и ты живешь как по маслу на них, как по маслу, заплатить только надо, и все. То есть я познакомилась с девушкой, у которой был свой бизнес в России, очень большой, и есть. На тот момент, по-моему, было что-то за 80 салонов красоты. И мы с ней познакомились, и она открывала здесь салон. И она такая: слушай, хочешь, мы тебе сделаем рабочую визу? Я такая: хочу. И все, и я сделала у нее рабочую визу. То есть все, заплатила, это стоило на тот момент 5000 дирхам, где-то 1110 рублей. Виза дается на 2 года. И вот мне уже скоро надо будет продлять. И сим-карта, естественно, шла сразу плюс. То есть я русский человек, тут может находиться 90 дней. И на тот момент было что-то 60, что мы находились. Но когда я получила визу, сим-картой я пользовалась ее рабочей. И я как-то так перешла, все продлила. Квартиру мы снимали на тоже визу еще одного молодого человека. То есть сразу годовой контракт. По факту, знаешь, все было, 2 раза мы в какие-то учреждения сходили. Такого, что такой сложный путь не было. Супер, вообще супер, потому что я смотрю блогеров и про их жизнь в Европе, мне просто нравится смотреть, как люди переезжают и заново строят свою жизнь. Так там столько всяких проблем, что ты думаешь, его нафиг. Я могу тебе представить это в формате как будто каких-то проблем, но последние 2 года их было так много, что к этому как к проблеме я не отношусь совершенно. Комфортный, да, для жизни в целом город? Уже когда все переехал, 2 учреждения сходил. Сим-карту открыл. 100 минут в России и звонить маме поплакать. Да. Так, давай теперь про тебя, про твое дело. Ты у нас предприниматель. Расскажи, пожалуйста, чем занимаешься и как ты к этому пришла? Занимаюсь я продажами одежды, украшений, каких-то, может быть, наверное, одежда, украшений мое основное направление. Продаю это в Россию, или в другие страны. Часто заказывают? Востребованная услуга у наших соотечественниц? Как ты считаешь?
сама. Я думаю, что да. Очень. Мне кажется, А, что очень. Начинала я абсолютно, типа, думаю, ну просто попробую как хобби, может что-то получится, а может нет. Думаю, даже если не получится, просто я всегда, даже когда в Сбербанке работала, я была тем человеком, который всегда знает, где что купить, куда что надеть. И меня все всегда спрашивали, и я подумала, ну прикольно, буду делать то же самое, только за деньги. Ну вот, занимаюсь этим 3-й год. А что тебя вообще вдохновляет? Это же тоже надоедает, наверное, знаешь, выкупы, ходить что-то выбирать. Тем более ты, наверное, не сама же, да, там, ну, или, может быть, сама расскажи. То есть, как это происходит? У человека есть точно ТЗ, что вот я хочу этот артикул, пожалуйста, Аня, выкупи его для меня. Либо же ты идешь в какой-то магазин, и, ну, и там, может быть, как-то советуешься, может, консультации какие-то по стилю даешь, что вот, допустим, смотри, есть вот такие модели, вот это там более отсталое, это более новое, на себя как-то примеряешь, показываешь, как это происходит? Первое мое, наверное, основное, ключевое преимущество на тот момент было, потому что я раньше очень много заказывала онлайн из других стран, живя в России, и я знаю абсолютно все платформы, где продаются вещи онлайн. Дубай, как вы поняли, тут находясь, не самая выгодная страна, допустим, по сравнению с Европой в плане цен на одежду. И мне почему-то об этом пытались сказать, ты не сможешь продавать ничего из бутиков, никто не будет это покупать, все будут ездить в Европу. Я такая, ну, окей. Вопрос. И начала торговать онлайн. То есть я заходила на свои платформы, выбирала вещи, которые сейчас только вышли, там, на цены, то есть на свой вкус, не более чем. И все. И так пошли первые продажи. Потом подключились мои подруги. У меня очень много блогеров, друзей, которые, как я тебе говорила до, были не блогерами в тот момент, когда мы познакомились, просто к ним определенный успех пришел. И все подхватили эту тему, чем я занимаюсь, и меня везде всем советовали. Плюс я работала раньше в Сбербанке, и у меня было направление Сбер первый ивент, закрытые мероприятия. И у меня тоже какая-то была клиентская база, какие-то знакомства, то есть людей, которые непосредственно любят этот люкс. И пошли заказы очень крупные сразу, то есть я к ним даже, можно сказать, не была готова, то есть типа... ну, прям очень крупные, я даже говорить не могу. И я поняла, что, ну так, я должна показать лицо, что я сейчас с этим справлюсь, но я как бы справилась, да. Но это Ну не и всё. выматывает? Вот, не Нет, устаёшь? у меня муж поражается, как я каждый день смогу в 10 утра встать и в 11 закончить, выйти вот с такими пакетами, и таскать это все, ввозить, выбирать. Я это обожаю, это люблю. Я вот это все очень бережно, аккуратно складываю и знаю, не знаю, какую вещь провести, то есть... чтобы ее сохранить, товарный вид. Так, а теперь давай поговорим про рестораны. Ведь ты Давай. наш ресторатор. Да. Такой довольно-таки известный в Новосибирске. Ну, наверное, уже да. Ну, у вас уже даже премии есть. Расскажи, Да. какие премии, как называется ресторан? Ресторан у нас называется «Сабай». Раньше это называлось «Сабай-бар», мы сейчас будем делать ребрендинг, потому что «Сабай-бар» это было с тех времен, когда, знаешь, было модно «Будда-бар», вот что-то такое. Да. И как бы... Когда мы открывали первый, это было на коленке, и это было прям, сейчас тебе скажу ситуацию, чтобы ты понимал. Ну, я работаю маркетологом в Сбербанке, мой муж занимается арендой техники, ну, в смысле, он ее сдавал в аренду, подъемные краны, всякие штуки для выкапывания земли, стройкой, да. И он такой говорит, слушай, что-то мне так это надоело, он постоянно говорил каждое утро, говорю, а чем бы ты хотел заниматься? Тогда была мода вот эта астрология, тра-ля-ля, там, что у тебя в натальной карте. Да. И он такой, да не знаю я. Я говорю, слушай, моя подружка Катя, которая по сей день каждый год делает мне натальные Я к карты. Кате обращаюсь, Да. я 2 раза делала и действительно работает. Прикинь? Да. Я говорю, я обратилась к Кате, у тебя стоит в твоей карте ресторанный бизнес, казино, ну вот какие-то такие вещи. Ресторанный бизнес? Я говорю, да. Я говорю, слушай, а почему бы не попробовать? Он такой, да я даже не знаю, как это. Тема закрыта. Проходит 2 месяца, только в космос пусти, знаешь, запрос. Мы приезжаем из Турции, и ему пишет какой-то знакомый, я не знаю, где он с ним познакомился, из города Кемерово, и говорит, а он повар бывший, и говорит, у меня есть идея открыть паназиатский ресторан в Кемерово, мне там надо 1 000 000 рублей. Он такой, да слушай, нормальные деньги, давай. И мы входим в эту тему. Ну, теперь уже все, естественно, по-другому, но начиналось это так. Я помою тарелку, он посудомойка сломался. Просто помните, что я мою тарелку, и посудомойка сломалась, это важный момент. И я начинаю, говорю, выписывай название на листок. И вот он сидит, знаешь, мозговой штурм. Ну и вот так вот мы, короче, придумали «Сабай-бар».
Здорово. Ну, и он развивается, то есть Да. как дела? Не хотите в Дубае открыть филиал? Мы, в общем, сейчас на данный момент с тем компаньоном мы расстались очень быстро. Через полгода ресторан Артур оставил себе. Мы подключили нового компаньона, у него тоже большой бизнес в России. То есть как бы две головы лучше. И действительно, мы с Николаем больше маркетинговым развитием занимаемся, а мой супруг сервисом, он дотошный, он весы такой. И стройкой, поиском помещений, какими-то такими фундаментальными вещами. И сейчас на данный момент мы имеем 3 ресторана. Один остался в Кемерово, мы сейчас его закрываем на реконструкцию. Потом у нас Академгородок, вот мы открыли в феврале. И один в Новосибирске, его сносили. Ну, ты тоже, наверное, наблюдала. Мы переехали. На данный момент их 3. Но 2 месяца назад купили франшизу еще в одной точке города Новосибирска. И он будет самый большой. И вот я сейчас тоже поеду, буду помогать там по маркетингу. Супер. А что касается ресторанов вообще в Дубае, есть какая-то разница? Так как вы уже люди такие очень грамотные и опытные, что-то, может, удивило, что ой, а у нас вот не так делается, у нас вот по-другому принято. Я тебе так скажу, вот это вообще ничего не удивило. Удивило то, что здесь очень большие цены. Естественно, захотелось там тоже в эту сферу проникнуть здесь, чтобы, так скажем, зарабатывать с этих цен. Но на данный момент мы нашли 2 инвесторов, но так как все-таки силы больше на русские рестораны, наверное, сейчас сосредоточены. Ну, плюс вот этот, ну, это очень долго просто открыть ресторан. Это не дело там 2 месяцев, это дело года, наверное, так. И плюс, ну, у нас со вторым компаньоном вопросы на эту тему. В общем, мы в стадии переговоров, пока точного ничего сказать не могу. А какая кухня здесь для тебя самая такая, может быть, любимая? Здесь же столько кухонь, мы попробовали и Все. корейскую, и китайскую. Все вкусно так готовится. Прям. Я тебе расскажу, какая моя любимая кухня. Русская по сей день. Но здесь есть такие заведения, в которых ты можешь это поесть. Они никуда не пропадали, мы едим в них с первого дня. Но здесь, когда я пожила, я поняла, что я здесь ем рыбу, я перестала есть мясо, я ем здесь авокадо, рыбу и острое. Любое острое, экстра острое. Я не знаю, что с мной произошло. Вот типа в любом заведении я буду есть салат с рыбой, вообще что-то острое. И где будет авокадо. И очень много кофе пью, что у меня на него аллергия. Твой любимый пляж в Дубае? Мой любимый пляж в Дубае. Ну, смотри, тут надо отталкиваться из различных как бы обстоятельств. Есть классный пляж, но он платный, и он находится при отеле. Это побережье Аль-Насим. Это где парус, где Бурдж-Аль-Араб. Вот это, наверное, самый чистый песок, просеянный всегда. Вот, если ты хочешь прям отдохнуть, да? А если это просто ты не хочешь платить большие деньги, а просто с утра пошел с тулькой на голове и хочешь полежать, то это Кайт-Бич, да, на полотенце, это Кайт-Бич. Как раз на Кайт-Бич, нам очень понравился. Это тот же самый пляж, по факту, пляжная полоса, что и у Бурдж-Аль-Араба, просто она общественная, открытая, и там также есть души, кафе. Очень красивый, и мне нравится этот пляж. Скажи, когда ты любишь ездить вот отсюда, из Дубая в отпуск, ну, не считая, что ты там домой любишь ездить наверняка, но вот куда-то, как, не знаю, На Мальдивы. на Мальдивы, Да, мы Сколько были 3 лететь? раза. Сколько? 5 часов. 5 часов. Ну, это вообще вполне И цена, знаешь, совершенно, ну, то есть, другая, да? когда мы переехали, я такая, блин, куда бы поехать? Ну, мы первый раз приехали, без выезда здесь были муж год, а я 6 месяцев. И я такая, блин, так хочется что-то, ну, это же круто, ну, надо куда-то вылететь. Шенгена у нас нет. Я такая, хотя в Париж здесь туда-назад слетать 1015 будет. Так, и такой вопрос. За что ты любишь Арабские Эмираты? Такие эмоции на самом деле. У меня, короче, когда я отсюда уезжаю, ощущение, что я расстаюсь, знаешь, как младенец с матерью расстается, и она думает об этом ребенке, пока где-то находится. Вот у меня вот с первого дня, когда я здесь побывала, я не знаю, как это описать. Все смеются надо мной, я всем вот это рассказываю. У меня болит душа, когда я здесь и нахожусь. Это первое. Ну, это такое странное моя особенность. Второе – это безопасность. Я могу любую свою там кучу каких-то брендовых шмоток бросить сейчас вот там, знать, что я вернусь, и они будут там лежать. А на пляже, кстати, не боишься, допустим, оставить телефон и пойти Нет, я точно знаю, что если что-то пропадет, это найдут, люди будут наказаны, они будут сидеть, это будет себе дороже. Здесь никто никогда ничего не украдет. Если не украдут, это трэш, ну для них. Ну да. Для тебя это просто приключение, а для них это конец, грубо говоря.
Так, безопасность. И еще давай какой-нибудь фактик. Люди очень добрые здесь. Тут нельзя быть злым, знаешь почему? Потому что это тоже очень уголовно наказуемо. То есть, Да если ты кто-то... что? Никто с тобой не вступит в конфликт. Если ты чего-то не хочешь, этого не будет. Никто на тебя не повысит голос. То есть, ты здесь просто идешь, ты как в этом... У меня муж называет Вавилон. Ну, то есть, такое что-то какое-то несуществующее. Он, конечно, тут люди в масках. Никто тут не в масках. Просто здесь вот ты проснулся, и ты не имеешь повода расстроиться, потому... Ну, как бы понятно, мы все люди. Везде тебе... Вот это мне нравится. И топ-3 мест, которые ты рекомендовала вот для первого раза, вот, допустим, мы первый раз в Дубае, топ-3, что стоит посетить сразу, чтобы, не знаю, познакомиться с городом. Ну, ночное, наверное, если это брать, ты прилетела в Дубай, то все равно Первый раз. обязательно надо в Абу-Даби съездить, прям по-любому, в мечеть Шейха Заида. Лувр не знаю, на любителя. Обязательно мечеть Шейха Заида и попасть куда-нибудь туда на пляж. Вот там самый лучший пляж, на мой взгляд. В Дубае это все равно не то, а Абу-Даби это другое. А вот далее, что у нас здесь? Ну, естественно, Бурдж-Халифа. Сходить, посмотреть на эти фонтаны, обязательно подниматься. Я была там однажды, вот когда первый раз была, больше я так и не поднималась, потому что, ну, как бы, все видела уже. То же самое, это испытывать, эту очередь нет. Но посмотреть вот так стоит. И третье, обязательно, наверное, знаешь, сходить на какое-нибудь шоу. Может быть, концерт посмотреть какой-нибудь, там часто мировые звезды приезжают, там, я не знаю, Цирк дю Солей, вот любое какое-то шоу, которое приехало, надо сходить, чтобы вот эту, я не знаю, как это описать, последняя, где я была, ну вот как раз я на Дю Солей была, мне понравилось. Ну вот, в общем, посмотреть программу культурную, куда-то пойти. Спасибо тебе большое, дорогая, за время, которое ты нам уделила. Я знаю, что у тебя график такой драйвовый, движовый. Вот, я очень рада, что мы встретились, наконец-то, спустя несколько лет перерыва друг от друга. Вот, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Теперь пойдемте в знаменитый адрес-отель на берегу Персидского залива. Марина променад. Вот этот променад, по которому мы гуляли как-то одним вечером. До отеля из Аль-Барши мы добирались, можно сказать, фактически 2 часа. Метро, пока дойти до метро, там пока все переходы, заходы, пересадка на трамвай, переходы, заходы. И сейчас такой сложный подъем в горку. Блин. Вообще, смотрите, какая красота. Неописуемая. Вот она, Рамада. Всегда красиво и прекрасно. Поднимемся на 77 этаж в ресторан Зетта и посмотрим, как красиво умеют отдыхать люди в инфинити-бассейне с шикарным видом свысока на красивый город. Депозит за отдых непосредственно у бассейна, если не изменяет память, стоит 450 дирхам с человека. На эту сумму вы можете заказывать напитки и еду в ресторане. Мы же решили обойтись без бассейна и просто насладиться напитками и легкими закусками. Хотел бы покупаться в таком бассейне? Я думаю, что это не хуже, чем в Ауре. Вид все равно один. Да? Вопрос только в размере депозита, ну, то есть в стоимости билета, так скажем. Я думаю, депозит, наверное, больше здесь действительно, как ты говоришь, про лежаки. Да, Может там быть, так и мы не было помним. написано, свимминг-пул 475 дирхам с каждого. То есть мы, в принципе, ну так как мы потратим все равно где-то 1000 дирхам, можно было прийти сюда на целый день в бассейн.
Наступает вечер, все приходят, фоткаются, плавают, людей стало гораздо больше. Вечерний тариф, я так понимаю, везде дороже, чем утренний, там, дневной. Но смотрите, как шикарно, скоро будет закат, все будет в огоньках. Все фоткаются, мужья фоткают жен, жены фоткают мужей. Один котик